По наклонной плоскости пустили катиться шарик снизу вверх. На расстоянии 30 см от начала пути шарик побывал дважды. Через 1 секунду и через 2 секунды после начала движения. Определите начальную скорость и ускорение движения шарика. Ускорение считать постоянным. У нас есть наклонная плоскость и расстояние на наклонной плоскости 30 см. И о том, что шарик побывал в этой точке через 1 секунду, 1 секунда и через 2 секунды. Определить ускорение, которым двигался шарик, и начальную скорость. Давайте рассмотрим задачу более детально, почему шарик побывал здесь, на этом расстоянии 30 секунд и дважды. Вот наклонная плоскость, вот расстояние 30 сантиметров. S равно 30 сантиметров. Получается так. Шарик двигается вверх, проходит вот эту точку, обозначим ее точку А, и это он прошел, вот это расстояние, за 1 секунду. Затем он еще через 1 секунду опять здесь оказался. Как он мог оказаться? Он поднялся вверх, практически выработал всю свою скорость до нуля и вернулся назад. То есть время его поднятия и время назад движения вниз получилось вот это дополнительная 2 секунда. Он поднимался вверх и опускался вниз за 1 секунду. А коли у него расстояние одно и то же, ускорение одно и то же, то можно сказать о том, что он поднимался 0,5 секунд вверх и опускался 0,5 секунд вверх до этой точки А. То есть можно сказать о том, что он поднимался вверх до конца за 1,5 секунды, до своей практически, чтобы скорость здесь была равна нулю, и потом начал двигаться вниз. Мы можем сказать о том, что вот эта известная формула, которая А равно V конечное минус V нулевое, здесь у него какая-то была скорость V нулевое начальная. Мы ее, кстати, должны определить, вот эту V нулевую. Деленное на T, на время T. T у нас до конца движения получилось 1,5 секунды. Это напишем T равно 1,5 секунд. И конечная скорость в этой точке, конечно, равна нулю, потому что после этого начал двигаться вниз. Ускорение у нас в данном случае, коли это превратилось в 0, равно у нас минус V нулевое делить на T. Ну, так и получается, потому что ускорение у нас, получается, отрицательное значение имеет. То есть оно не ускоряет процесс, а тормозит, действует против скорости. Отсюда мы можем написать о том, что АТ равно минус V нулевое, и V нулевое можно написать равно минус АТ. Это не значит, что V нулевое у нас является отрицательным. Просто этот знак, который стоит перед ускорением, говорит о том, что процесс будет являться равно замедленным. Отсюда я можно найти, T можно найти, но пока V нулевое. Давайте в эту стандартную формулу, которая у нас есть, S равно V нулевое T плюс AT квадрат делить на 2, подставим кое-какие значения. Мы знаем, что одно расстояние у нас есть, вот расстояние 30. Вот это S1. S равно 30. И время 1 секунда. И можем V нулевое взять вот отсюда. Напишем, что это не T, это, скажем, какое-то значение T3. Чтобы было понятно, что это все время поднятия, 1,5 секунды, T3. Вот так напишем, T3. Чтобы было понятно о том, что поднимается наверх. В данном случае S равно начальная скорость, скажем так, V нулевое умножить на T1, вот время T1, это 1 секунда, и на T1 в квадрате, тоже 1 секунда. Вместо V нулевое давайте подставим его значение. S равно, получается, вместо V нулевое подставляем минус AT3. Это мы подставили вместо V нулевого. И что множится на T1. И плюс А T1 в квадрате делить на 2. Давайте посмотрим, как у нас с именованными величинами. А у нас именуется как сантиметр, например, на секунды в квадрате. Здесь у нас есть секунды на секунды 2 секунды. То есть сократятся. Останется только одна размерность сантиметров. Здесь что? А то же самое у нас. Сантиметр на секунды в квадрате сократится с этими секундами в квадрате. То есть реально будет соблюдена вот это все соответствие именно в размерном, если сантиметр, это тут получается сантиметры, здесь сантиметры и здесь сантиметры. Итак, мы можем написать, что 30 равно минус АТ3 умножится на Т1 плюс Т1 это единичка, мы можем написать, что это А на 2. Дальше Т1 это уже тоже единичка, Т3 это 1,5. Давайте вместо них подставим значение. 30 равно минус А, что множится на 1,5. Это у нас Т3 1,5. Т1 единица можно не писать. И плюс А деленное на 2. Вынесем за скобки А. И мы превратим это на 0,2. То есть у нас 30 получится равно. А за скобки вынесли. Тут у нас будет минус 1,5 плюс 0,5. Что мы получаем здесь? Минус единица. 30
равно А умножится на минус единицу. А у нас получается равно минус 30 сантиметров на секунду в квадрате. Еще раз это дело подтвердило о том, что А у нас является равно замедленным ускорением. То есть у нас замедляем. Можно написать, что это равно минус 0,3 метра за секунду в квадрате. А у нас по абсолютной величине, он правильно, конечно, 30, а в сторону направлен, противоположную сторону движения. Поэтому этот минус это и говорит. А теперь можем v нулевое, смотрите, чему равно у нас. Вот здесь v нулевое равно минус а t3. t3 известно 1,5 секунды, а у нас равно минус 0,3 метра за секунду в квадрате. Итак, можем сразу сюда подставить значение. Минус, в скобках, минус 0,3 метра за секунду в квадрате, что множится на 1,5 секунды. Минус на минус даст плюс, v нулевое равно, секунды эти и секунды сократятся, равно 0,3 метра за секунду, умножить на 1,5. И получим 0,45 метра за секунду. Получили значение А у нас получилось равно 0,3 метра за секунду в квадрате, причем отрицательное, а В у нас начальное равно 0,45 метра за секунду.